Геннадий Дрил. Понятно, что ничего не понятно. Всегда думал, что вы, художники, это творческие личности, а ремесло просто средство, умение без особого ремесленного труда изображать для доходчивого выражения идей, новых тем, показа своих чувств, отношения к реальности. То есть Геннадий не художник, судя по этому предложению. Только понятно из вашего посыла шаг в неведомое – это делать не то, что надо или задумано, а как получается, бесцельно. Для художника важно излагать идеи и объективную реальность на высоком техническом и ремесленном уровне, сознанием, какой результат получит или, поскольку цели нет, куда кривая вывезет. Это вопрос такой. Делаю вывод. Учиться рисованию, живописи не надо. Вот вывод такой. Гениально. Это тупое ремесло исполнителя. Про джаз классно сказано. Кто как хочет, так и дует дуду. И клали на себе моль весь минор с мажором. Ну, гармония у них получается, если вы про джаз. Удивительный момент, что я уже давно пришел к выводу, вот, что бы я ни говорил, это всегда будет трактоваться вот так вот, искаженно. Я об этом картину пишу, кстати. Что люди не слышат друг друга. Это, в общем, такая большая идея, как это выразить. Вот я придумал, уже давно, кстати, придумал, еще в Строгановке. Вот пришло время за нее взяться. Я собирал персонажей и работал, у меня там 3 главных персонажа. Интересно, как устроено. Наверное, это... Почему вообще эта идея для меня важна? Потому что действительно мы, когда общаемся с человеком, с любым причем, мы не умеем слушать. Мы фактически проверяем свою точку зрения. Если что-то не так, то идут еще большие искажения. Вообще может быть война. То есть человек Геннадий Дрил делает вывод из того, что я говорю, все время говорю о том, что мастерство – это вообще рисунок на первом месте, и что столько лет нужно потратить на это. Он делает вывод, что ничего не надо, куда кривая вывезет. Может быть такое, да? Что не надо. Делаю вывод, учиться рисованию, живописи не надо. Тупое ремесло исполнителя. Ну, что тут сказать? Одна учительница русского языка у нас в школе говорила, если вы не понимаете, к ученикам, к нам обращаясь, так простых вещей, то претензии к родителям. Я столько раз в своих видео говорил о том, что для меня важно показать процесс в работе, в каждой. Этому очень много посвящено. Геннадий, можете просто полистать какие-то другие видео, но вы, наверное, не станете этого делать. Неважно. Станете, не станете. Танцор танцует великолепно. Возьмите какого-нибудь там, я не знаю, волшебного танцора. У него так все отработано, или пианиста. У него так отработано, что цели в танце нет. Это происходит спонтанно. Он просто играет, пианист, он просто танцует. Он просто дудит в дуду. У него гармония на автомате. Он находится в рождении новых мелодий, новых вариантов, новых движений, новых способов выражения в живописи. Он не может надавить на педаль газа, если перед ним человек проходит случайно. Он надавит на педаль тормоза. Это на автомате. Одна моя знакомая разбила так машину. В телефон разговаривала, препятствие, она надавила не на ту педаль. Это результат небольшого опыта вождения. Если он большой, невозможно промахнуться. Маргарита Пасмор. Иногда по окончании работы у меня остается много краски на палитре, и я не планирую. Если я не планирую на следующий день ее использовать, беру небольшой холст и хулиганю на нем. Иногда получается что-то интересное. И всегда удовольствие от такого спонтанного процесса. Вот это ключ, Маргарита, к тому, что так вообще можно писать. Всегда удовольствие от такого спонтанного процесса, так нужно писать. С таким же удовольствием, с таким же хулиганством.
Посмотрите, походка у людей разная. Есть люди, как зажатые идут, я не знаю, к цели, магазин купить. А есть идут расслабленные, могут остановиться, могут, я не знаю, просто лечь, сесть, посидеть. Из этой расслабленности творится что-то настоящее. Ведь если, я не знаю, любят друг друга люди, не будешь же так объясняться в любви, в зажатом состоянии к цели. Это что-то другое. Когда люди расслаблены, есть диалог, есть перетекание энергии от одного к другому. Когда зажата есть стена, исполнить, эскиз, так должно быть, а так не должно быть. Туда ходи, сюда не ходи. Это нервы. Конечно, нужно эти гаммы наиграть, я не знаю. Опять вспомню про Рахманинова, который 5 часов в день играл упражнения. 5 часов. Каждый день, чтобы быть на уровне в мастерстве. Чтобы потом на автомате все вытанцовывалось. Некоторые художники так делают, то есть пишут вот так вот, да, а потом вот краска остается, специально делают вот в расслабленном состоянии, может быть, то же самое, может быть, что-то другое, но чтобы почувствовать это. Они пишут картины, у них вот из оставшихся красок есть картины. Вот подтвердите, кто знает таких художников. Они как бы вытирают краску просто, да, с палитрой почищают, но на холст, но с какой-то идеей. И получается очень интересный результат, я видел. Так что, Маргарита, заготовь такие холстики и попробуй. Это будут какие-то, может быть, абстрактные решения, новые решения, неожиданные. И это потом применить и в каких-то основных, форматных работах. Вот этот способ, вот эту идею, ее нужно почувствовать, себя нужно почувствовать в ней, как это все легко. С задором. Кураж. У меня выставка называлась «Кураж». Во Владимире открылась выставка картин московского импрессиониста Вячеслава Короленкова. Она называется «Кураж». Автор представил несколько сотен своих работ. Это не фантазии. Вячеслав пишет только с натуры. При этом очень важен эффект новизны, рассказывает художник. Каждая следующая картина не должна быть похожа на предыдущую. На одно полотно уходит около 3 часов. О чем они? О том, что я люблю жизнь. И художник вообще пишет свет. Это, кстати, очень важный момент. У танцора, кто знает, кто танцует, без куража не будет танца, не будет игры какой-то. А это игра. Живопись – это некая игра. Артист, по вашему мнению, какой вид изобразительного искусства сейчас наиболее востребован в общем понимании? Совершенно не знаю, мне это все равно. Что послужило причиной записи вот таких ответов на вопросы? Просто их начали задавать. Еще года 4 назад и ранее искал вас, а именно как вы пишете, и ваши мысли не находил, а потом раз, и стали записывать видео. Да, я просто начал проводить классы и увидел, что мне не удается сразу в рамках класса внести какие-то изменения, да, в сознание ученика, студентов, как художник видит, как он решает ту или иную задачу, композиции, что такое вообще. И какие-то вопросы накапливались, они просто мне слали, и я просто попробовал на них отвечать. И я увидел, что это людям нужно, а друзей я люблю. Я считаю, что мы для этого рождены, чтобы дружить, любить друг друга, все. И исходя из обратной связи, я отвечаю, потому что есть обратная связь, потому что это востребовано, это нужно. Я вижу, что это реально нужно, и вижу, что это помогает людям. Это, примеры тому есть. Почитайте хотя бы на сайте в моей онлайн-школе отзывы. Есть отзывы на сайте, у меня 2 сайта, где еще работы мои выложены, живописные. Для меня важно, как смотрят люди мои картины на выставках. Какие глаза, это что-то. Они же себя со стороны не видят. Но это такая красота. Люди с такими глазами для меня становятся родными сразу же, в 1 секунду. Это очень близкие люди. Как же я могу оставить близких людей без внимания? А какой вид изобразительного искусства сейчас востребован? Не знаю. Может быть, и ничего не востребовано. Но дело не в этом. Мы же пишем для того, душа зовет.
душа хочет проявить себя таким образом. Кто-то лепит какую-то поделку, кто-то там рисует, кто-то пишет строчки какие-то, стихи. Стихотворение мне сказали, я как-то написал, какие хорошие стишки. Я к себе так, если что-то пишу, ну, так несерьезно отношусь. Ну, вот стишок какой-то. А мне сказали, стихотворение. Нельзя называть стишок. Стихотворение. Ну вот, кто-то, может, пишет стихотворение. Кто-то, я не знаю, блины печет. Творческие люди – это мои люди. И наше сообщество, палата, это же нечто бесценное. Цены этому нет. Это живой организм, и я надеюсь, что он будет жить, крепнуть и развиваться. Лайки ставьте. От этого зависит его жизнеспособность. Комментарии и вопросы. Еще раз проанонсирую урок, который недавно сделал. Посмотрите и заходите в онлайн-школу. Может, что-то другое подберете. 10% скидка обеспечена. Сейчас трудности с проплатой из-за рубежа. Мы стараемся решить эту проблему и подали заявку в банк, который не под санкциями. Нам сказали, что они проводят иностранные платежи. Ждем просто карту. Так что скоро тех, кто хочет проплатить за уроки мои, я вас извещу об этой возможности. Надеюсь, что очень скоро. 42-й урок я записывал на академические дачи имени Репина. Зимний мотив. «Мягкая зима» он называется. Писать зимой – это всегда удовольствие. Тем более, когда действительно легкий морозец. Ну, там градуса 3, 4, 5. И самая большая награда, когда солнечный день. Нам повезло. Я проводил класс на академичке и записал этот урок. Мотив простой. Дело потихонечку к вечеру. Состояние такое, когда в небе появляется желтизна, и найти отношение неба к лучу солнца на снегу, сравнить тональное отношение снега в тени, в полутени с небом, в светлых его местах и в таких в полутеневых местах, задача не из легких. Вроде бы просто. Деревья на заднем плане, деревья на переднем, домик Репина. О том, как ведется работа, как выстраивать эти отношения, этот урок. Как не впасть в детали, как обобщать, как мыслить целостно. Я думаю, что он будет вам полезен. 42-й урок. Мягкая зима.